В тот день небо над Сеулом было затянуто тучами, словно даже сама природа почувствовала внезапные толчки, потрясшие к поп-индустрию. Экраны мобильных телефонов по всему миру одновременно загорелись, сообщая новости, от которых миллионы сердец замерли на мгновение. Социальные сети внезапно загрохотали, словно неожиданная буря, и в центре событий оказались два самых известных имени в онлайн-мире – Чингук и Джей-Хоуп. То, что начиналось как шепот на фанатских форумах, вскоре превратилось в оглушительный резонанс в Твиттер, Инстаграм и ТикТок. Анонимный источник утверждал, что во время съемок последнего музыкального видео BTS между двумя участниками танцевальной команды, самым младшим и самым старшим, разгорелся жаркий спор. Это была не просто мелкая ссора, а жаркий спор, сотрясший съемочную площадку и заставивший десятки сотрудников замереть на месте. По версии циркулирующей версии, причиной спора стало принципиальное различие в концепции хореографии. Чингук с его юношеским энтузиазмом хотел более агрессивных и взрывных движений. Тем временем Джей-Хоуп, перфекционист и капитан танцевальной группы, настаивал на деталях и гармонии, над которыми он работал месяцами. Изначально сдержанное напряжение внезапно вылилось в жаркий спор перед всей съемочной группой. Съемочная группа, наблюдавшая за происходящим, была ошеломлена, не веря своим глазам. Два участника, всегда близкие как братья, теперь смотрят друг на друга пристальными взглядами. Сообщается, что ассистент съемочной группы даже заснял этот момент, хотя позже запись была отклонена по соображениям безопасности. Атмосфера съемок, которая должна была быть наполнена духом сотрудничества, внезапно стала напряженной и напряженной. Кризис достиг кульминации, и съемки были вынуждены остановиться на несколько часов. Режиссер, обычно спокойный и профессиональный, был замечен расхаживающим за дверью, связываясь с руководством. Танцоры подтанцовки и творческий персонал могли только смотреть друг на друга, а в коридорах студии раздавались вопросительные шепотки. В тот день казалось, что тень раздора начинает нависать над группой, долгое время известной как символ единства. Однако то, что произошло за дверями студии, было лишь началом гораздо более разрушительной бури. Новости распространились быстро, как лесной пожар на сухом лугу. В течение нескольких часов новость о ссоре Чингука и Джей-Хопа стала главной темой на всех платформах социальных сетей. ARMY со всего мира начали волноваться, заполонив свои ленты в сети сообщениями о сильном беспокойстве и страхе. Паника усилилась, когда появилось новое, еще более шокирующее заявление. Сообщается, что корпорация HYBE провела экстренное закрытое совещание в своей штаб-квартире. Представители компании, которые обычно воздерживаются от вмешательства во внутренние дела участников, якобы настаивали на исключении Чингука и Джей-Хопа из BTS. Причиной было желание сохранить безупречный публичный имидж группы. Мысль о том, что два столпа BTS могут быть выведены из состава группы, шокировала фанатов. Как компания, которая вместе с участниками строила BTS, могла разорвать связь, которая сложилась между ними за эти годы. Вопрос висел в воздухе, оставаясь без ответа, в то время как дикие спекуляции продолжали расти, как грибы после дождя. Хэштеги «решетка протестыбыц» и «решетка стейтоктер» мгновенно взорвались на различных платформах. Менее чем за 3 часа эти два хэштега возглавили Твиттер более чем в 40 странах. Тысячи постов заполонили социальные сети, создав огромную волну солидарности, но также продемонстрировав хрупкость доверия к необоснованным слухам. Армии в Южной Корее начали собираться перед зданием HYBE, неся плакаты с сообщениями поддержки и просьбами к компании не предпринимать таких необдуманных действий. В США, Европе и Юго-Восточной Азии фанаты проводили экстренные трансляции песен BTS в качестве формы скрытого протеста и напоминания об их долгой совместной истории. Интернет-мир превратился в море неуправляемых эмоций. Среди хаоса выделилось одно имя как светлый луч – Тэхён. Чингук и Джей-Хоуп, два человека, непосредственно вовлеченные в конфликт, предпочли хранить молчание. Они не отрицали, не подтверждали и нигде не появлялись. Их молчание лишь позволило слухам расцвести, подобно тому, как необработанная почва превращается в гнездо сорняков. Между тем, другие участники, такие как RM, Джин, Чимин и Шуга, также предпочли не комментировать ситуацию. Было лишь одно отличие. Глубокой ночью Тэхён решил начать прямую трансляцию на Уиверс. Миллионы уведомлений раздались одновременно, и за считанные секунды более 5 миллионов пользователей заполнили комнату трансляции.
Обычно жизнерадостное и игривое лицо Тэхёна теперь выглядело очень серьезным, даже холодным. Его выражение лица. Контраст сразу же дал фанатам понять, что то, что он собирался сказать, было не просто пустыми словами. Тэхён на мгновение замолчал, его взгляд был устремлен на экран нечитаемым. Казалось, он обдумывал свои слова или, возможно, подавлял бурлящие внутри него эмоции. Раздел комментариев был завален сообщениями о беспокойстве, молитвах и поддержке. Но Тэхён не читал ни одного из них. Он просто глубоко вздохнул и произнес слова, которые запомнились миллионам в тот вечер. «Мне все равно, что распространяется в интернете», — сказал он твердым, но дрожащим голосом. «Пока я остаюсь частью BTS, никто не разлучит нас из-за одной ссоры. Мы — семья». В зале трансляции воцарилась тишина. Даже в комментариях, казалось, воцарилась пауза, словно все зрители потеряли способность печатать. Слова Тэхёна обрушились, как кувалда, разрушив тишину, которая окутывала фанатов в течение нескольких часов. Это заявление не только опровергло слухи, но и подтвердило, что их связь крепче, чем мелкий конфликт. Он продолжил более глубоким, уверенным голосом. «Даже если Чингук и Хобби поссорятся, это не повод заканчивать тот путь, который мы прошли за эти годы». Тэхён на мгновение опустил взгляд, затем посмотрел в камеру со слезами на глазах. «Мы пережили гораздо более трудные времена. Мы выжили, и мы будем продолжать выживать». 30 абзацев развития. Детали, эмоции и кульминация. Заявление Тэхёна было подобно ударной волне, прокатившейся по всему миру. В течение нескольких минут запись его прямой трансляции была обрезана, перезагружена и переведена на десятки языков. Фанаты, ранее охваченные паникой, начали чувствовать проблеск надежды, зарождающийся в их сердцах. Тэхён, не называя имен, не защищая никого напрямую, стал мостом между разрушением и восстановлением. Прямая трансляция была завалена тысячами поддерживающих комментариев. «Мы верим в BTS», — написала одна фанатка из Бразилии. «Тэхён, пожалуйста, позаботься обо всех них», — написала другая из Японии. «Мы плачем вместе с тобой», — призналась Эяремуай из Индонезии. Больше не было требований исключить кого-либо, только мольбы о том, чтобы связь, которая формировалась годами, не была разорвана одним недоразумением. Но за кулисами реальная история была гораздо сложнее, чем знала публика. Конфликт между Чингуком и Джей Хоупом действительно имел место, но не из-за враждебности. Это были два человека с очень разными характерами, но одинаково вспыльчивые. Чингук, известный как Золотой Макне, предъявлял к себе невероятно высокие требования. Он хотел, чтобы каждое выступление было идеальным, безупречным и бескомпромиссным. В то же время Джей Хоуп, как капитан танцевальной группы, нес огромную ответственность за поддержание целостности и визуальной красоты каждого движения. Он потратил тысячи часов на создание хореографии, которая была не только технически потрясающей, но и трогательной до глубины души. Когда Чингук в последний момент внезапно предложил серьезные изменения, Джей Хоуп почувствовал, что коллективные решения, над которыми они работали неделями, были подорваны. Ссора произошла не из-за эго, а из-за любви к работе. Чингук хотел поразить фанатов чем-то революционным, а Джей Хоуп хотел убедиться, что каждая мелочь не противоречит сути песни. Под давлением сжатых сроков и недель недосыпа оба потеряли самообладание. Резкие слова летели бездумно. И прежде чем они успели опомниться, вся студия стала свидетелем их спора. Съемочная группа, ставшая свидетелем инцидента, на самом деле не сочла это серьезной ссорой. В стрессовой индустрии такие творческие конфликты – обычное дело. Однако безответственный ассистент слил информацию в СМИ, сильно преувеличив ситуацию. Простая история о разногласиях превратилась в рассказ о непоправимом расколе. Экстренное совещание, которое якобы провела компания HYBE, также оказалось далеко от того, что предполагали слухи. Генеральный директор и высшее руководство действительно встречались, но не для обсуждения увольнений. Они собрались, чтобы найти лучший способ разрядить ситуацию и защитить всех участников от растущего общественного давления. На самом деле, 7 участников BTS связаны очень прочными контрактными отношениями, защищенными эмоциональной связью, которую не может разрушить ни один инцидент. Вечером после трансляции Тэхёна Чингук и Джей Хоуп наконец встретились лично. Ни камер, ни персонала, никого, кроме них.
Они вдвоем сидели в тихой репетиционной комнате, где проводили бесчисленные часы, тренируясь вместе с тех пор, как были стажерами. На стенах висели старые фотографии тех времен, когда они были подростками с большими мечтами и не менее большими страхами. Чингук заговорил первым. «Прости, Хон», — сказал он едва слышным шепотом. «Я был слишком упрям и слишком эмоционален. Я знаю, ты так усердно работал над этой хореографией». Его взгляд был устремлен в пол, он не смея посмотреть на Джей Хоупа. Слезы начали наворачиваться на глаза, но он сдержал их. Джей Хоуп мягко улыбнулся, улыбка, полная воспоминаний. Он обнял Чингука за плечи и крепко прижал к себе. «Мы братья, Кук. Мы бесчисленное количество раз спорили об этом. Еще когда мы спорили о своих позициях в составе ДОП, или когда мы чуть не поссорились из-за разделения вокальных партий Spring Day». Джей Хоуп усмехнулся. «Помнишь, мы всегда вот так обнимаемся». Они оба рассмеялись, сбросив все напряжение, которое висело над ними последние 2 дня. Снаружи Тэхён и Чимин тихонько заглянули в приоткрытую дверь. Увидев, как Чингук и Джей Хоуп обнимаются, они посмотрели друг на друга и с облегчением улыбнулись. Тэхён поднял телефон, сфотографировал этот момент издалека, но решил нигде его не публиковать. «С ними все будет хорошо», – прошептал Чимин. «С ними всегда все хорошо». Тэхён кивнул, вытирая слезы, которые начинали наворачиваться на глаза. «Я знаю», – тихо ответил он. «Я просто не хочу, чтобы наши фанаты боялись без причины. Они заслуживают знать, что наша семья сильна». Для них эта ссора была просто частью здоровых семейных отношений, доказательством того, что им достаточно комфортно друг с другом, чтобы показывать свои истинные эмоции. На следующий день интернет снова взбудоражился. На этот раз не из-за негативных слухов, а потому что Чингук и Джей Хоуп одновременно опубликовали фотографии на Weverse. Фотография была сделана в репетиционном зале, они широко улыбались, их руки были сложены, словно дрожа, с простой подписью: «У нас все хорошо. Извините, что заставили вас волноваться». BTS Forever. Пост быстро набрал более 10 миллионов лайков менее чем за час. Комментарии, полные радости и облегчения, заполонили раздел комментариев. Фанаты, которые раньше плакали от страха, теперь плакали от радости. Единство, продемонстрированное Чингуком и Джей Хоупом, стало явным доказательством того, что никакие сплетни или слухи не могут разрушить фундамент их братства. Прямой эфир Тэхёна, который ранее вызвал ажиотаж, после момента примирения получил миллионы дополнительных просмотров. Многие фанаты пересмотрели его и поняли, что за серьезным выражением лица Тэхёна скрывалась глубокая вера в то, что все закончится хорошо. Вера Тэхёна в свою семью никогда не ослабевала, даже когда мир строил безумные предположения. Эта история служит ценным уроком для всей ЯРМУАЙ и даже для индустрии развлечений в целом. В эпоху, когда информация может распространяться со скоростью света, правда часто становится первой жертвой. Один маленький момент, вырванный из контекста, может перерасти в разрушительную историю. Но, с другой стороны, одно честное слово человека, который осмеливается высказаться, также может стать мощным противоядием. Несколько дней спустя, в другом прямом эфире, Тэхён выразил свою благодарность. «Я не жалею о том, что сказал тогда», — сказал он с легкой улыбкой. «Иногда, когда мир шумит, нам нужен всего один голос, который осмеливается сказать правду. Именно это я и стараюсь делать». Затем он усмехнулся, проведя рукой по слегка растрепанным волосам. «И смотрите, все хорошо. Чингук и Хоби сейчас еще ближе, чем когда-либо». Чингук и Джей Хоуп также появились вместе в одном из официальных видеороликов BTS, где Джей Хоуп пошутил по поводу ссоры. «Знаешь, Чингук на самом деле очень милый, когда злится», — сказал он, похлопав Чингука по плечу. Чингук лишь застенчиво рассмеялся, его щеки покраснели. «Хён, не надо постоянно об этом говорить», — воскликнул он, но улыбка не исчезла. Их естественное и нежное взаимодействие стало идеальной противоположностью слухам о расставании, которые циркулировали в то время. Тем временем HYBE официально выпустили короткое заявление, в котором говорилось, что все участники BTS чувствуют себя хорошо и никаких изменений в составе группы не будет. Заявление было простым, но эффективным. BTS – это семья, а семья всегда будет поддерживать друг друга.
Мы благодарны за поддержку и понимание Яруай по всему миру. Никаких извинений не последовало. Никаких долгих объяснений не последовало, лишь подтверждение того, что группа осталась целой. За всей этой драмой участники чувствовали более крепкую связь. Небольшие конфликты, которые они переживали, служили напоминанием о том, что они – обычные люди с необычайными эмоциями и давлением. Но именно благодаря тому, что они смогли вместе пережить эти небольшие бури, они стали сильнее и больше доверяли друг другу. Ссора, которая едва не разрушила их репутацию, вместо этого стала тем клеем, который укрепил фундамент группы. ARMY, которые паниковали, также усвоили ценный урок медиаграмотности. Многие фанаты стали более критично относиться к распространяемой информации, меньше верить непроверенным сплетням и больше полагаться на прямое общение с участниками через Уиверс. Они поняли, что в мире, полном информационного шума, терпение и доверие – две самые ценные вещи. Эта история служит напоминанием о том, что истинное братство строится не на отсутствии конфликтов, а на способности зрело разрешать конфликты. Чингук и Джей Хоуп никогда по-настоящему не ненавидели друг друга. Это были просто два брата, которые любили друг друга, но придерживались разных взглядов. И, как в любой семье, они научились слушать, понимать и в конечном итоге помириться.